Самая большая проблема любого человека – это страх. Любой абсолютно страх. Страх потери близкого, страх потери работы, отсутствия денег, статуса, уважения, страх боли. Абсолютно любой страх на самом деле – это страх неизвестности, страх смерти. Человек может верить во что угодно – в Бога, в высший разум, в бессмертие души, сознания и с воодушевлением обо всем рассказывать. Говорить, что он ничего не боится в этой жизни. Вообще ничего. Я 1000 раз слышал, как люди мне лично говорят: «Я ничего не боюсь. Я не боюсь смерти». Но когда ты такому словоблуду бьешь по носу или засовываешь ствол в рот, какой бы он ни был верующий или просветленный, результат всегда один и тот же. Ему дико страшно. И ты перед собой видишь маленького 5-летнего ребенка, у которого застыл на глазах и на лице дикий ужас. И он просит пощады. И так всегда. Потому что вопрос веры – это не вопрос понимания или знания. Вера – это просто пустое убеждение, которое не имеет никакого основания, причем ни на чем, которое существует только в голове. А знание – это как практический опыт, который не пропьешь, который не имеет никакого отношения к словам, к убеждениям, к рассуждениям, к философии или к религии. Он имеет отношение только к чувствам, ощущениям, действиям и поступкам, событиям, которые происходят в твоей жизни. Я в своей собственной жизни знал много людей, которые занимаются и занимались различными духовно-эзотерическими практиками. И все они очень много красиво говорят. Философствуют, рассуждают о смерти и об отсутствии страха, чувства собственной важности, жалости по отношению к самому себе. Я знаю много гуру, учителей и сенсеев, которые строят из себя бесстрашных. Но по факту я сотни, а даже порой и 1000 раз видел, как они закрывают глаза. Закрывают глаза во время драки или вообще сами боятся кого-то бить. Превращаются в жертву во время какой-то битвы и бегут с поля боя. Или впадают в ступор и ноют, как маленькие детки, умоляя о пощаде. Я видел сотни, 1000 раз, как у этих же людей, которые рассуждают о бессмертии сознания, души, расширяются глаза. Когда я заходил в горящий костер, стоял там, сжигал свои ноги и предлагал им присоединиться ко мне. Люди очень много говорят о душе, о сознании, о вере, о бессмертии. Но на деле по-настоящему мало людей, которые действительно верят в свое бессмертие. И еще меньше тех, которые это знают. Понимание того, что ты – это не тело, а сознание – это не вопрос какой-то там веры. Это вопрос знания. А знание – это никакие не слова, ни рассуждения, ни убеждения, а это всегда практический опыт. И, как правило, такой опыт – это большая редкость. Кто-то случайно испытал клиническую смерть. У кого-то жизнь была полна риска, боли и какого-то бесконечного трэша, связанного со смертью. И да, все эти люди на личном опыте узнают, что они – это не тело. Но все это редкость. И нельзя сказать, что этим людям в жизни повезло. Потому что на самом деле это никакое не везение, а это испытание, которое случайным образом рухнуло им на голову. И да, они могут об этом рассказать. Но их опыт, их личный опыт не имеет никакого отношения к другим людям. Потому что
Любое объяснение – это только слова. А вот чувства, ощущения – это совсем другое. Освободиться от страха смерти, прийти к пониманию, что ты – это не тело. На самом деле это сложный процесс. И в действительности просто каких-то там умозаключений недостаточно. Недостаточно, чтобы понимать, что ты – это не тело. Потому что любое убеждение должно быть обязательно закреплено каким-то событием или действием. И невозможно просто так взять и преодолеть все свои страхи, только об этом рассуждая в своей собственной голове. Чтобы преодолеть эти страхи, всегда нужен какой-то поступок. Всегда нужно какое-то событие. Закопаться в землю без еды и воды хотя бы на пару суток. Прыгнуть с парашютом из самолета. Зайти ногами в костер и сжечь их. Вступить в какую-то битву или уехать на войну. Испытать сильнейшую боль и посмотреть на нее со стороны. Любой страх в жизни всегда можно преодолеть. Если, конечно, не умрешь в этом событии. Всегда есть экстремальные способы, а есть менее экстремальные. Но это всегда какие-то действия и поступки. Это всегда какое-то событие, а не какие-то там убеждения и слова. И только так можно прийти к пониманию. Главному пониманию, что ты – это не тело. Ты – это твое лицо, твои болезни, твой возраст, твой социальный статус, твое имя. Но когда вы говорите «это моя рука» и смотрите на нее, вы же не считаете себя рукой. Вы говорите «это моя рука». Это моя рубашка, это мой ботинок, а это мой ноутбук. И вы не ноутбук, не ботинок, не рука. И вся правда заключается в том, кто этот хозяин на самом деле, которому все это принадлежит. Кто владелец всего этого, включая и ваше физическое тело. А дальше это самые сильные ощущения. Боль. Боль – это то, чего мы боимся. Боль – это самый честный в жизни учитель. Когда вам больно, вы говорите «мне больно». Вы не просто говорите, вы это чувствуете. Но есть болевой сигнал, а есть тот, кто смотрит на этот болевой сигнал и воспринимает его. Ощущает, чувствует. Потому что боль – это ощущение. Боль – это не вы. На свою собственную боль, какой бы она ни была, можно смотреть со стороны. А ощущение приходит, потом уходит. А вы всегда остаетесь. И если вы в какое-то мгновение своего времени были болью, вы не исчезаете потом вместе с этой болью, потому что исчезает боль, а вы остаетесь. А есть еще один маленький ключик, который многие люди не осознают и не понимают. Это сон. Каждую ночь. То, что происходит с нами каждую ночь. Каждую ночь мы ложимся спать и засыпаем. Тело лежит на кровати, как какой-то там выключенный механизм. Где вы в этот момент? Где вы в момент своего собственного сна? Вы же есть? Вы существуете? Но с другой стороны, вас здесь нет. Потому что вы не видите, что происходит, когда вы спите. А утром вы просыпаетесь. Тот же самый я, что только что спал. А потом опа, и проснулся. Тело за ночь отдохнуло, клетки обновились. А вы? А вы тот же самый.
И если вы были бы каким-то там физическим телом, вы бы исчезли вместе с этим телом. Или исчезали бы каждую ночь. Но вы почему-то не исчезаете. Вы просто теряете контакт со своими органами чувств. И, к слову, это самое прямое доказательство того, что вы никакое не тело. Но понять это можно только через собственный опыт. Например, проснуться во сне и понаблюдать за собой. Не через какие-то там эзотерическо-духовные книжки, не через какие-то религиозные проповеди, а на своем личном опыте. Понять, что вы можете жить в своих снах точно так же, как здесь. И отсюда приходит понимание самого главного. Смерть. Никакой смерти не существует по определению. Потому что вы – это никакое не тело, а смерть – это никакой не конец. Это просто смена состояния, смена мерности. Так же, как сон. Потому что если кто-то верит, что он просто тело, то это тихий, дикий ужас. Он просто тупой и ничего не понимает. И он, я уверен на 100%, живет в постоянном страхе. Но если вы вдруг на своем личном опыте поняли, что вы это никакое не тело, то страх уходит. Страх уходит сам собой, причем всего. Страх боли, страх потери, страх самой смерти. Потому что смерть – это просто момент, когда вы снимаете свой старый, поношенный костюм. И все. Вот только понять все это головой недостаточно. Можно 100 раз прочитать это где-то в книжках, что ты – это не тело. Можно 100 раз повторить это про себя или вслух. Но когда тебя прижмет в жизни по-настоящему, когда страх вдруг скрутит твой живот, то вся эта словесная шелуха слетит в ту же секунду. И останешься только ты. И останется только то, что ты почувствовал в этой жизни по-настоящему, своей собственной шкуркой. И ничего другого. А если опыта у тебя никакого нет, то это тихий ужас. Поэтому все эти разговоры о душе, о бессмертии, о сознании – это просто слова, которые ничего не стоят, пока не будет никаких поступков, пока не будет никаких событий или действий, пока ты не заглянешь своему собственному страху в лицо и не увидишь, что за ним ничего нет, за ним просто пустота. И бояться, собственно говоря, нечего. Потому что мы – это не какое-то там дрожащее от страха физическое тело. Мы те, кто видят эту дрожь. Мы те, кто способны наблюдать за всем, включая собственные страхи. И когда мы все это узнаем на своем собственном опыте, мы становимся свободными людьми. Существами, которыми абсолютно нельзя манипулировать и управлять. Потому что ты уже не просто веришь в какое-то там бессмертие души. Ты об этом знаешь. Ты это чувствуешь своим собственным сердцем. Душа человека бессмертна и вечна. Она во Вселенной живет бесконечно. Она была в прошлом и есть в настоящем, и в будущем будет искрой скользящей.
Меняя тела и детство на старость, она живет вечно, единому в радость. Рождаясь в телах, она ощущает. Для Бога сознание весь мир изучает. Холод, тепло, зной или ветер, духи земли душу с радостью встретят. Чувства, эмоции – все испытает. Все это временно. Каждый здесь знает. Разум словами опишет явление. Все это опыт души приключения. Для Бога сознания душа так растет. И опыт всей жизни Богу несет. Как-то так. Потому что только личный опыт, эмпирический, имеет хоть какое-то прямое отношение к жизни, а не какие-то там слова и убеждения. Потому что вера – это просто слова, а знание – это опыт.